После того, как акушер взял новорожденного Натальи, он был шокирован и ахнул, когда услышал, как малыш произнес единственное слово. Этот шок, однако, побудил его сделать то, что в конечном итоге спасло жизнь ребенка. Что же сказал младенец? Или так подумал врач? Узнайте в сегодняшней истории и обязательно сообщите, откуда вы слушаете нас сегодня. Наталья и ее муж Алекс были вне себе от радости, когда, после многих недель ожидания, она наконец-то отправилась в роды. Роды были долгими и болезненными, но когда они смогли обнять своего маленького сыночка, им казалось, что нет никого счастливее их на свете. Затем доктор отвел их ребенка в соседнюю комнату на осмотр. Он был высококвалифицированным специалистом, проводившим эту процедуру 1000 раз прежде, и родители не видели причин для беспокойства. Тем не менее, Алекс настоял на том, чтобы последовать за врачом. Он ожидал, что доктор Иванов или кушер, как его еще называли, возразит, но кушер лишь кивнул и дальше сосредоточился исключительно на младенце. Подняв малыша и приблизив лицо к нему, он внезапно ахнул. Медсестры обернулись, ошеломленные и растерянные, и расспросили доктора, что случилось, но он полностью их проигнорировал. Он нахмурился и стал пристально вслушиваться в малыша, словно слышал что-то, что было слышно лишь ему одному. Затем он еще раз взглянул на ребенка, словно побуждая его что-то произнести. Существует ряд тестов, которые акушеры вроде доктора Иванова проводят при каждом рождении, чтобы оценить, насколько хорошо ребенок сможет функционировать вне утробы матери. В случаях осложнений малыша переводят в инкубатор или в специализированное неонатальное отделение. До того, как Наталинин ребенок родился в срок, его шансы быть в хорошем состоянии были выше среднего. Но когда доктор Иванов осматривал этого младенца, он неожиданно потребовал дополнительных анализов. Алекс тут же бросился к нему, требуя объяснений. Доктор Иванов не обращал на него внимания. Алекс увидел, как тот берет у ребенка образец крови. Конечно, это не могло быть частью стандартной процедуры. Врач нахмурился еще сильнее, вставил образец крови в прибор и изучил результаты. Затем вновь посмотрел на ребенка. Доктор казался явно потрясенным. Я услышал, как он бормочет что-то. Пробормотал он: «Точка». Я уверен, что услышал. Это невозможно, должно быть, мне это померещилось. Но это звучало как «помогите». Алекс почувствовал, как кровь застыла в жилах. Что он имел в виду? Младенец болен. После всего, через что они прошли, он не вынес бы, если бы с их крохой произошло что-то плохое. Алекс не знал, что делать. Он отчаянно хотел узнать результаты анализов, которые, по словам медсестер, занимали несколько часов. Наталья без сомнения переживала и очень стремилась снова обнять малыша. Как он мог объяснить ей эту душераздирающую ситуацию? Одна из медсестер заверила его, что они сделают все возможное, чтобы дать ребенку все необходимое. Когда Алекс вернулся к Наталье, он нашел ее сидящей на кровати полной сил, но озадаченной тем, почему врачи так долго не возвращаются с ребенком. Алекс рассказал ей все, что видел и слышал, но это лишь очистило и уменьшило ее тревогу. Пока они ждали в палате, минуты тянулись бесконечно. Наконец-то появился кто-то, и, к их удивлению, это был сам доктор Иванов. Однако он выглядел совсем иначе, чем в прошлый раз, когда казался уверенным, возможно, немного высокомерным в своей компетенции. Все началось однажды утром, когда Наталья проснулась с невыносимой болью в животе. Она была уверена, что с ее беременностью что-то не так. Алекс испытал знакомое чувство беспомощности и приготовился отвезти жену к акушеру. Когда они прибыли на 2-й этаж к кабинетам, Наталья обнаружила, что в приемной полно пациентов. Она подошла к регистратуре. «Как вы, Наталья?» – спросила женщина-регистратор. «Вы, должно быть, с нетерпением ждете рождения ребенка. Вам осталось до родов всего месяц.
если я не ошибаюсь». «Да, все верно», – ответила Наталья. «Но я боюсь, что что-то не так. Мне ужасно плохо, и у меня схваткообразные боли в животе, которые ни в какую не проходят. Я была бы очень благодарна, если бы вы приняли меня вне очереди». «Посмотрим», – сказала регистратор, – «только это будет трудно. Сегодня утром у нас уже было 2 незапланированных приема, и все наши консультации задерживаются». Наталья кивнула и согласилась подождать. Слова регистратуры все еще звучали у нее в голове, и она задавалась вопросом, не родит ли ее малыш раньше срока. Возможно, именно это объясняло ее текущее состояние. Когда Алекс, припарковав машину, появился в приемной, Наталья все еще грезила возможностью раннего материнства. Алексу не доставило радости то, что доктор Иванов был так занят, но, учитывая, как Наталья была обеспокоена внезапной болью, он согласился ждать. Они простояли в очереди почти 3 часа, прежде чем наконец попали к доктору Иванову, и Наталья сразу же заметила, что во время консультации он выглядел рассеянным. Он положил руку на ее живот и заслушался стетоскопом несколько секунд, после чего сказал: «Выглядит так, будто все в порядке». Доктор Иванов был настолько отвлечен, что Наталья колебалась, прежде чем спросить: «Вы уверены?» «Да, конечно. А вы сегодня что-нибудь ели?» «Вероятно, причина в этом. Некоторые женщины во время беременности более уязвимы к пищевым отравлениям». «Я не думаю, что ела что-то необычное», – возразила Наталья. Доктор Иванов прервал ее. «Стресс тоже может играть роль. После всех этих трудностей с вашей беременностью вы, вероятно, очень нервничаете. Попробуйте расслабиться, дорогая. Отдохните немного. Все будет хорошо». Правда, она 3 года пыталась забеременеть, но ни в каком сумасшествии она себя не чувствовала. Она не выдумывала своих симптомов, так почему же он осмотрел ее так бегло? Наталья заметила на его рабочем столе наполовину наполненную чашку кофе, там же лежал недоеденный бутерброд, частично прикрытый салфеткой. Она поняла, что он, должно быть, только что обедал. На мгновение ей стало стыдно за то, что она его потревожила. С другой стороны, она все больше беспокоилась за ребенка, и то, что он сказал, было настолько расплывчатым и неопределенным, что она не могла отделаться от чувства, что он просто пытается ее отмахнуться. Резкий, отстраненный тон доктора Иванова и его пренебрежительное отношение к ее симптомам заставили Наталью почувствовать глубокий дискомфорт. Он был очень неизвестным акушером в городе, несколько коллег и друзей Натальи отзывались о нем с похвалой, но собственная консультация оставила ее неудовлетворенной. Она получила никакой информации и не хотела снова возвращаться в его кабинет, когда боли в животе возобновились. В последующие дни она пыталась справиться с болью всеми возможными способами. Она ела только легкую, безвкусную пищу, пила травяной чай, слушала музыку и медитировала, все, что могло помочь ей расслабиться. Но ничто не помогало. Мысль о том, что ей снова придется ждать в переполненной приемной, не приносила утешения. Наконец, когда она больше не могла терпеть невыносимую боль, она снова позвонила в клинику. Доктор Иванов выписал ей обезболивающее, безопасное во время беременности, но больше никаких практических советов или поддержки не предложил. Снова он напомнил Наталье, что причина ее постоянного дискомфорта, скорее всего, стресс, который она испытывает. После разговора Наталья почувствовала, что готова расплакаться. Неужели она действительно наносит вред себе лишь тем, что слишком напряжена? Действительно ли он считал ее слишком чувствительной, чтобы справиться с чем-либо? Вечером она поделила своими опасениями с Алексом, и он отнесся к ее словам гораздо сочувственнее, несмотря на то, что он не врач. Они обсудили возможность обратиться к другому акушеру, но в конце концов Алекс нашел обезболивающее, которое помогло Наталье чуть лучше справляться с болью. Однако, как только казалось, что ситуация улучшается, возникло новое осложнение.
Ожидаемая дата родов прошла без всяких признаков начала схваток, что еще важнее, не было никаких признаков того, что ребенок готов покинуть утробу. Этот стресс и напряжение, с которыми она так старалась бороться, снова взяли над ней вверх, что если что-то не так. Следующий день прошел без схваток. Прошла неделя, потом еще одна. Отчаявшись, пара начала искать способы ускорить роды. Наталья пробовала разные методики, иногда Алекс ей помогал. К счастью, их усилия дали результат, и вскоре она почувствовала первые схватки. Когда долгожданные роды наконец начались и время поджимало, Алекс и Наталья бросились в машину. Каждая желтая светофорная лампа, казалось бы, бесконечно долго не переключается на зеленый. В больнице Наталью сразу же приняли и направили в родильное отделение. Алекс последовал за ней как можно ближе. Медсестры профессионально подготовили будущую мать к родам, но вдруг над ее кроватью нависла тень. Акушер. Это был доктор Иванов. К тому времени Наталья испытывала такую невыносимую боль, что, вероятно, не узнала бы его. Алекс нахмурился, увидев, что это тот самый врач, который причинил ей столько дискомфорта, боли и неуверенности последние несколько недель. Алекс весьма неохотно доверил ему роды своей жены. Он поговорил с главной медсестрой и спокойно поинтересовался, можно ли вызвать другого врача к его супруге. Медсестра выслушала его сочувственно, но заверила, что доктор Иванов действительно лучший акушер в отделении больницы. В тот момент, увидев, насколько сильно страдает Наталья, Алекс решил оставить все как есть. Он оставался рядом с ней, поддерживал ее во всех возможных смыслах и внимательно следил за действиями акушера. К счастью, доктор Иванов сохранял профессионализм. Казалось, знал, что делает. Он настроил оборудование, проверил все, разговаривая с Натальей спокойным тоном. Вместе с медсестрой он вел с ней беседу на протяжении всего процесса. Боль была невыносимой. Роды требовали от Натальи всей ее выдержки и силы воли. Она смутно слышала, как доктор Иванов, медсестра или Алекс подбадривали ее. Она была настолько истощена, совершенно вымотана, что едва держалась. Ей нужно было продолжать, пока наконец ребенок не появился на свет. Наталья почувствовала прилив тепла, когда взглянула на крохотное лицо малыша, на своего бесценного сыночка. Однако новоиспеченная мать могла подержать ребенка лишь несколько мгновений, прежде чем его унесли, и она не возражала. Ей нужно было отдохнуть. Тем временем Алекс с тревогой наблюдал, как малыша увозят. Он побежал за медсестрой, умоляя разрешить присутствовать при обследовании новорожденного, проверке жизненных показателей и рефлексов. Медсестра была добра, но твердо объяснила, что это стандартная процедура. Алекс умолял, рассказывая обо всем, что произошло за последние месяцы. К его огромному облегчению она согласилась. И вот он стал свидетелем самых шокирующих моментов в своей жизни. Доктор Иванов выглядел абсолютно убежденным, что новорожденный с ним разговаривает. Нет, на самом деле малыш просил о помощи. А когда доктор Иванов вернулся в их палату, он выглядел растерянным и заикался, обращаясь к ним. Он извинился за задержку, а также за ужасную ошибку, которую совершил ранее, не приняв жалобы Натальи всерьез. Выяснилось, что их ребенок подхватил внутриутробную инфекцию. Если бы эти анализы не были проведены, инфекция могла бы остаться незамеченной, что могло привести к трагическим последствиям. Скорее всего, боль, которую Наталья ощущала всю беременность, также была связана с этой инфекцией. К счастью, болезнь была поддающейся лечению. То, что доктор Иванов объяснил Наталье и Алексу, было, мягко говоря, тревожным. Неонатальные инфекции могут быть чрезвычайно опасными для долгосрочного здоровья ребенка, потенциально вызывая задержки в развитии, опасные изменения в плаценте, которая питает ребенка в утробе, дефицит питательных веществ и нарушение переноса кислорода. Во многих случаях такие инфекции приводят к выкидышам или врожденным дефектам.
Пока ребенок находится в утробе, баланс между иммунной системой матери и ребенка чрезвычайно хрупок. И скрининговые тесты на такие проблемы еще не являются стандартной практикой. Даже лечение этих инфекций во многом остается экспериментальным. Однако несвоевременное обнаружение таких проблем в первые дни после рождения могло бы привести к катастрофическим, вплоть до летальных последствиям. В тот странный момент, когда казалось, что малыш разговаривает с доктором Ивановым, акушер провел критически важные скрининговые тесты, благодаря которым обнаружили инфекцию. Он понимал, что ребенок на самом деле не просил о помощи, но был благодарен, что слово малыша побудило его провести анализы. Малыш был отправлен в специальное неонатальное отделение для детей высокого риска. Ему назначили курс антибиотиков, подходящих новорожденным, и, к счастью, он хорошо отреагировал на лечение. Последующий анализ подтвердил, что инфекция была устранена. Через 6 месяцев ребенка выписали домой, и родители, Алекс и Наталья, были безмерно благодарны, что их малыш не получил серьезных повреждений или дефектов. Доктор Иванов многократно извинялся за свое пренебрежительное поведение, которое едва не привело к трагедии. Младенец, которого назвали Николаем, оказался замечательным ребенком и произнес свое первое слово в 11 месяцев или, может быть, второе слово. Кто его знает? Что вы думаете об этой истории? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.